Жизнь Софии резко изменилась после того, как она родила тройню темнокожих детей. Ее муж Джек не хотел иметь с ней ничего общего и выгнал ее из дома. Однако 10 лет спустя произошло нечто шокирующее. Сотрудники больницы, не занятые своими обязанностями, собрались у входа, чтобы понаблюдать за суматохой. Мужчина по имени Джек то и дело выгружал сумки из своей машины и бросал их у ворот, явно рассерженный. Сотрудники службы безопасности осторожно подошли к нему и попросили остановиться, но он вел себя так, словно их не было видно. Они пытались заговорить с ним, но он не слушал. Когда им, наконец, пришлось его удерживать, он дико размахнулся и ударил одного из них, прежде чем они повалили его на землю. После того, как Джека утихомирили, он рассказал леденящую душу историю. Он утверждал, что его жена София изменила ему и пыталась свалить на него беременность от другого мужчины. Они оба были белыми, поэтому она не могла родить от него чернокожих тройняшек. Он кричал, что покончил с этим браком. Сумки принадлежали Софии, и поскольку он не мог отвезти их все в больницу, ей придется забрать их самой. Его не волновало, что она только что родила. Когда охрана отпустила Джека, он направился в палату к Софии. У женщины все еще болело тело после родов, и она не могла свободно передвигаться. Новорожденные дети плакали вокруг нее, и она смотрела на них бесстрастно. Джек велел ей никогда не возвращаться в его дом и вернуться к чернокожему мужчине, с которым у нее был роман, чтобы он растил тройняшек. София уставилась на него, не веря своим ушам. Она не могла поверить, что он ее выгоняет. Она знала, что рождение 3 чернокожих младенцев было загадкой, поскольку они были белой парой. Ранее Джек был в родильном зале, но выбежал оттуда, как только появились на свет дети. София предполагала, что они все обсудят, когда он вернется. Она понятия не имела, что он зашел только чтобы оставить вещи. Она умоляла его не бросать ее вот так, потому что ей некуда было идти. Как кормящей матери, заботиться о детях без его поддержки было бы эмоционально и физически изнурительно. Но Джек прикрикнул на нее, чтобы она замолчала. Пусть она и дети сгниют в аду, ему все равно. Джек бросил на Софию последний дьявольский взгляд, прежде чем выбежать из палаты. В тот день она едва могла ясно мыслить. Она звонила Джеку много раз, но он отказывался брать трубку. Она отправляла ему сообщения, но все они оставались без ответа. Казалось, он полностью вычеркнул ее из своей жизни, и поскольку она застряла в больнице, она мало что могла сделать. Кормление детей и забота о них были единственными вещами, которые отвлекали ее от проблем. Однако, когда она посмотрела на них и увидела их темную кожу, она снова начала задаваться вопросом, что же произошло. Ее брак распался из-за цвета кожи ее детей. Она знала, что если не разгадает тайну, все будет только хуже. Не имея другого выбора, она обратилась за помощью к своей матери Скарлетт. Как и ожидалось, пожилая женщина прибежала на помощь. Скарлетт не могла понять, как такой радостный момент мог превратиться в нечто, способное разрушить брак. Однако она решила не задавать вопросов, потому что знала, что Софии приходится нелегко. Первым делом она должна была убедиться, что обо всех вещах Софии позаботились должным образом. Она погрузила их в свой автомобиль и отвезла к себе домой. Позже она вернулась в больницу, чтобы оказать помощь Софии. Рождение одного ребенка само по себе было стрессом, но рождение 3 — это было невыносимо. Скарлетт знала, что у Софии и так дел по горло, а из-за всех проблем с Джеком София была не в том настроении, чтобы справляться со всем самостоятельно. Поэтому она решила быть рядом с ней. Она следила за тем, чтобы София ела в нужное время и кормила грудью малышей, когда они были голодны. Когда София чувствовала усталость и ложилась спать, Скарлетт следила за тем, чтобы тройняшки либо спали, либо не шумели. Софии все еще было трудно перенести те первые адские дни. Потеря Джека была тяжелой, и она все время плакала. Считалось, что рождение ребенка — это одно из самых радостных событий для пары. Она не понимала, почему, когда подошла ее очередь, это привело к разрушению ее брака. Несмотря на то, что сделал Джек, она все еще верила, что сможет завоевать его сердце. София была уверена, что он пока что действовал только на эмоциях.
К сожалению, через несколько дней она узнала правду о его чувствах. Когда она меняла подгузники одному из тройняшек, ее телефон издал звуковой сигнал с сообщением из банка. Общий счет, который она вела с Джеком, был полностью закрыт. Когда она увидела сообщение, то чуть не лишилась рассудка. Это были ее сбережения. Именно она положила большую часть денег на счет. Джек редко вносил свой вклад, а если и вносил, то всегда скудный. Она всегда считала, что у нее больше прав распоряжаться этими деньгами. Она никак не ожидала, что он их украдет. Именно тогда она поняла, что Джек хочет ее разорить, и это становилось невыносимым. Он выгнал ее из дома. Он знал, что ей нужны были эти деньги, но все равно взял их. Это означало, что ему было все равно, что с ней случится. В тот момент ей тоже стало все равно. Все, что имело значение, — это благополучие ее детей. Она позвонила в полицию и сообщила о краже. Она бы также позвонила в банк, чтобы заморозить общий счет, но было уже слишком поздно, потому что все до последнего цента было списано. Полиция начала расследование, но быстро поняла, что это будет нелегко. Джек сбежал из штата в тот же день, когда украл деньги. Он скрылся так, что найти его и вернуть украденные деньги стало невозможно. Этот период был одним из самых мрачных для Софии. Она всегда была мрачна, когда думала о своем следующем шаге. Как бы долго и упорно она ни размышляла, никаких решений, казалось, не приходило. Трудно было поверить, что ее жизнь, которая еще неделю назад была идеальной, перевернулась с ног на голову. Она просто не знала, как жить дальше. К счастью, на помощь пришла ее мать. Скарлетт забрала ее из больницы. К тому времени София полностью выздоровела и была готова к отъезду. Скарлетт погасила все непогашенные долги, и они все вместе переехали в квартиру Скарлетт на окраине города. Все случившееся стало для Софии серьезной неудачей, но она не позволила этому так сильно ее расстроить. Она была полна решимости обеспечить хорошую жизнь своим детям и матери, поэтому почти сразу же начала искать работу. К счастью, вскоре она нашла ее. Хотя за это платили не так уж много, для начала этого было достаточно. София усердно работала, а когда тройняшки подросли настолько, что начали ходить в школу, она начала работать в 2-3 смены, чтобы деньги не были проблемой. Они нашли баланс в своей жизни и добились успеха. Но, как и все хорошее, это не могло длиться вечно. Когда тройняшкам было по 8 лет, ряд событий перевернул их жизнь с ног на голову. В доме стали появляться странные и жуткие записки, всегда с одним и тем же подтекстом. В записках София обвинялась в измене, и были обещания причинить ей страдания. Часто в записках содержались графические описания того, как она будет расплачиваться. Это было ужасно, потому что, как бы София ни старалась, она не могла их остановить. Каждые несколько дней появлялась новая странная записка. Сначала они приходили по почте, но позже она начала находить их в доме. Это сильно напугало ее, так как она знала, что это был Джек. Ему удавалось прятаться все это время, и теперь он вышел, чтобы просто помучить ее. Она не позволила ему получить такое удовольствие, поэтому сообщила обо всем в полицию. Она рассказала им о записках и о том, что каждая из них становилась все более угрожающей. К сожалению, полицейские мало что могли сделать. Как бы они ни старались, им не удалось найти Джека. Для Софии это не предвещало ничего хорошего. Она сменила все замки в доме своей матери и установила сигнализацию, чтобы любая попытка взлома немедленно вызвала полицию и соседей. Она пыталась вернуться к своей прежней жизни, несмотря на беспокойство о Джеке. Она готовилась к повышению по службе, которое значительно улучшило бы их уровень жизни. Пока ее мать заботилась о детях, она сосредоточилась на подготовке к собеседованию по продвижению по службе. Когда это наконец произошло, она показала отличные результаты и получила повышение. Это был отличный повод для празднования. Наконец, у нее были замечательные новости, потому что она знала, что все финансовые проблемы вот-вот закончатся. В тот день София пошла забирать тройняшек из школы, и один из них передал ей записку. Как только она увидела записку, у нее кровь застыла в жилах. Это была та самая записка, которой Джек угрожал ей. Она схватила записку и прочитала ее. Это было то же самое, но в нем также говорилось, что как бы она ни старалась, он всегда сможет напугать ее.
София спросила их, как они получили записку, и они ответили, что ее передал им незнакомый мужчина. Мужчина сказал, чтобы они передали это только ей. София слушала, и слезы жгли ей глаза. Она никак не ожидала, что Джек так близко подойдет к детям. Это было уже слишком, и она снова позвонила в полицию. На этот раз они решили проследить за ее домом, чтобы убедиться, что все в порядке. София безутешно рыдала. Она кричала в небо и 1000 раз вздыхала, удивляясь, как человек, который когда-то любил ее, мог причинить ей такую боль. И вот, чтобы прекратить дальнейшие угрозы своим детям, она решила, что пришло время переехать в другой город. Переезд дался ей нелегко. Ей пришлось уволиться сразу после того, как она получила лучшее повышение в жизни. Это было так несправедливо, но она ничего не могла с этим поделать. Ее дети тоже не хотели уходить. Им была невыносима мысль о том, что они оставят свою школу и друзей. Им нравилась их жизнь там. Однако София сказала им, что пока все не наладится, они не могут там оставаться. Их жизни и благополучие были для нее важнее. И теперь, когда она знала, что Джек пойдет на все, чтобы заполучить ее, ей нужно было уехать туда, где он никогда ее не найдет. В конце концов, они переехали в другой город. Им со Скарлетт удалось начать там свою жизнь. Она перевела тройняшек в новую школу и сумела найти достойную работу, которая соответствовала их потребностям. Постепенно они сделали этот город своим домом, и вскоре все, что касалось Джека и его неприятных сообщений, осталось в прошлом. Все, чего она хотела сейчас, это просто жить дальше, и именно это они и сделали. Когда детям исполнилось по 10 лет, София решила устроить для них вечеринку. Однако во время празднования дверь распахнулась, и вошел Джек, выглядевший усталым. София была потрясена до глубины души, когда посмотрела на него. Он выглядел изможденным, как будто его грехи наконец настигли его и нанесли ему серьезный удар. Когда он увидел ее, то сразу же начал умолять о прощении. Он сказал ей, что сожалеет и готов принять тройняшек как своих детей. Это было настолько неожиданно, что на мгновение она подумала, что над ней подшучивают. Однако серьезное выражение лица Джека подсказало ей, что он не шутит. Она спросила его, что внезапно заставило его передумать, и он рассказал ей леденящую душу историю. Он всегда знал, что тройняшки — его дети. После того, как мать Джека узнала, что ее внуки чернокожие, она отвела сына в сторону и рассказала о том, как изменила его отцу с чернокожим мужчиной. Это был роман, который привел к беременности. Сначала она боялась, что рождение ребенка раскроет их роман, но когда Джек появился на свет, он выглядел белым, и никто ни о чем не догадался. Чтобы сохранить лицо, она решила унести эту тайну с собой в могилу. Но когда она узнала, что этот же секрет разрушает брак Джека, она все ему рассказала. К сожалению, Джеку было все равно. Тот факт, что дети унаследовали от него свою темную кожу, был прекрасной возможностью порвать с Софией, не навлекая на себя подозрений. Именно по этой причине он был непреклонен во всем, что она говорила, и отказывался слушать. Он порвал с Софией, украл ее деньги и ушел жить к своей любовнице. Однако это оказалось большой ошибкой, потому что девушка была с ним только из-за денег, а как только они закончились, она безжалостно бросила его и пошла дальше. Именно тогда он понял, каким сокровищем была София и каким глупцом он был, что позволил ей уйти. Он разыскал ее в доме ее матери, но был потрясен, обнаружив, что у нее все хорошо. Это только разозлило его, и он начал посылать все эти неприятные сообщения из ревности. Закончив, он умолял ее простить его. Он сказал, что тогда вел себя глупо, и сейчас он готов принять своих детей. Но София отказала ему. Она напомнила ему о том, как он выгнал ее, когда она еще грудью кормила тройняшек. Она рассказала ему о том, как он отказался дать ей шанс, когда она умоляла об этом, и о том, как он запугал ее своими записками, которые вынудили ее переехать. Затем она сказала, что ничто не заставит ее принять его обратно. Он этого совсем не заслуживал. Он ушел от нее в подавленном состоянии, и она сразу же позвонила в полицию, которой удалось найти его и арестовать. Теперь, когда он был за решеткой, она могла вздохнуть спокойно
и продолжала работать над тем, чтобы обеспечить хорошую жизнь себе и своим детям. Она знала, что скоро расскажет им о Джеке, но верила, что время для всего этого еще придет. А пока она была готова наслаждаться своими детьми, насколько это было в ее силах. Дорогие зрители, а вы бы простили Джека? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.